Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. В этом видео будем вязать сумочку, которая подойдет на любой сезон, а ее интереснейшая конструкция заставит оглядываться всех прохожих. Вы можете самостоятельно регулировать ее размер в зависимости от ваших потребностей, связав больше или меньше. Если вы будете следовать всем расчетам из моего мастер-класса, у вас получится вот такая сумочка следующих размеров. Ее ширина составляет 18 сантиметров, высота 20 сантиметров и глубина донышка 6 сантиметров. Для вязания такой сумочки с ремешком у меня ушло 2 моточка шнура карамель. Он плоский, толщина нити 5 миллиметров, в моточке 200 грамм на 75 метров. Цвет Страсбург. Для того, чтобы связать корпус сумки, у меня ушло 340 грамм. Оставшиеся я использовала для вязания ремешка. Кроме этого, вам потребуется, конечно же, крючок, классический крючок номер 4 и двусторонний крючок 4,5 для вязания узора ротанг. Понадобится иголочка с большим ушком и маркеры. Это что касается инструментов. Перейдем к фурнитуре. Эта сумочка застегивается на магнитную кнопку. Вы можете использовать как магнитную кнопку, так и обычный клавишный замок. Если вы будете вязаный ремешок делать, то вам понадобится 2 карабина. И для того, чтобы эти карабины фиксировать к сумочке, вам необходимо еще будет установить кольца карабины или обычные кольца, которые необходимо будет пришивать. Размер колец может быть разный. 2 или 2,5, в зависимости, какого размера ваша сумочка. На это я установила кольца 2 сантиметра. Альтернативой вязаному ремешку может служить кожаный, либо можно использовать акриловую цепь. Сейчас такие цепи очень популярны, они достаточно легкие и не тяжелые. Ее размер также этой цепочки может регулироваться. Вы просто отстегиваете лишние звенья и используете как ремешок. Также можно, добавив к такой цепи кольца, можно сделать продолжением вязаный ремешок, затем опять установить такое же кольцо и продолжить цепочку. А к сумочке уже будут фиксироваться за счет боковых колец. Так вы можете сделать короткий ремешок с дополнением вот такой цепочки. На фото сейчас показано, как это может быть. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо выполнить основу для сумочки. У меня на канале есть подробный мастер-класс по вязанию узора ротанг поворотными рядами. И ссылочку на видео я для вас оставила в описании. Переходите и вяжите со следующими значениями. Набирайте цепочку из 11 воздушных петель и провязывайте всего 65 рядов. Вы можете использовать свои значения в зависимости от того, какой размер сумки вам необходим. Можно набрать большее количество воздушных петель, соответственно, провязать можно больше рядов.
Просто складывайте вот таким образом эту заготовку и смотрите, насколько вас устраивает результат. Поэтому вы можете не использовать мои расчеты, потому как я даю принцип вязания, и с помощью него вы сможете связать абсолютно любой размер и форму сумочки. Как я уже говорила, здесь у меня 11 воздушных петель и 65 рядов. Когда данная деталь будет готова, ее необходимо обвязать по всему периметру столбиками без накида. Я меняю двусторонний крючок на классический крючок номер 4. Если вы вяжете из трикотажной пряжи, то также необходимо взять меньший крючок. Это номер 5. В области, где завершили вязание узора ротанг, вот она протяжка, здесь провязана воздушная петля, которая фиксирует эту протяжку, и я ввожу крючок в рабочую петлю. Никаких дополнительных воздушных петель мы не делаем, и далее сразу вяжем столбики без накида, выполняя таким образом обвязку. Протяжка и следующая протяжка, между ними отверстие, в него я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю столбик, перемещаюсь в следующую точку, там, где находится следующая протяжка, я опускаю крючок ниже и попадаю в точку между протяжками, ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Далее опять я попадаю в точку между протяжками, ввожу крючок и провязываю столбик. Следующая точка, под протяжку ввожу крючок между протяжками, захватываю рабочую нить и также провязываю столбик. Вот так это выглядит. Таким образом мы провязываем до угла. Там, где у меня располагается протяжка, я провязываю последний столбик без накида на этой стороне. Для того, чтобы перейти на следующую, нам необходимо в эту область на угол провязать 3 столбика. Первый я уже провязала, ввожу крючок не в эту же точку, а позади этого столбика за 2 ниточки и провязываю еще один столбик без накида под номером 2. Теперь мне необходимо провязать третий столбик, он уже будет располагаться на этой стороне. Я ввожу крючок там, где у меня провязан первый столбик в этом углу, и довязываю еще один. Таким образом я провязала 3 столбика. Далее провязываю между протяжками столбики без накида, так же как и в этом случае, только между протяжками. Довязываем до угла. Здесь я повторяю такую же махинацию и провязываю 3 столбика на угол, довязываю до конца, и в этих точках мы провяжем по-другому. Мы не будем вязать 3 столбика, а обойдемся 2, для того, чтобы здесь получилось незначительное закругление. То есть, если здесь мы провязывали на угол 3 столбика, то вот в этом случае у нас их будет всего 2. Один на этой стороне и один будет с этой стороны. Довязав до конца ряда, необходимо себя обязательно перепроверить. На этой и противоположной стороне должно быть 65 столбиков. В этом случае провязано 64, и в самом конце ряда в этой области я буду формировать 65 столбик. То есть сейчас буду завершать этот ряд. На этих сторонах также в этой области 10 столбиков, и с этой стороны тоже 10 столбиков. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. С этой стороны было провязано 2 столбика в одну точку. Здесь мы будем формировать угол таким же способом. Это 10 столбик на этой стороне.
я ввожу сюда же крючок, потому что в этой области мне необходимо довязать 65 на угол в одну точку 2 столбика, соответственно, сюда же я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, опускаю эту протяжку, от которой мы начинали провязывать обвязку, вытягиваю петлю наверх, вот таким образом, и уже довязываю последний столбик. Теперь необходимо обрезать ниточку и обработать ее огнем. Вытягиваем полностью эту петлю. И теперь необходимо между последним и первым столбиком проложить вот такую же верхнюю петельку, несмотря на то, что она здесь уже присутствует. Ввожу крючок между первым и вторым столбиком в обвязке под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. Захватываю этот хвостик, протягиваю полностью, а затем возвращаю в ту точку, откуда он вышел. Ввожу крючок под дужку, это задняя стенка от столбика, и в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Захватываю ее и полностью протягиваю. Ряд полностью закрыт. Теперь необходимо спрятать эту ниточку в полотно и затем выполнить ВТО. Это обязательно для того, чтобы расправить все петельки. У меня на канале есть об этом видео. Ссылка ждет вас в описании. Примерно через 30 минут после ВТО, когда эта деталь полностью остынет, мы переходим к формированию боковых частей сумочки. Для начала необходимо зафиксировать маркер в область клапана. Его определить очень просто. Там, где вы формировали углы с помощью 2 столбиков в одну точку, и есть клапан. Эти углы более мягкие и закругленные. Перемещаемся на противоположную сторону, и там, где вы формировали угол за счет 3 столбиков в одну точку, мы начинаем наносить разметку. На этот центральный столбик с обратной стороны, за его дужку, мы фиксируем маркер. Сделайте это таким образом, не на верхнюю петлю. Так у вас не возникнет перекосов никаких. И в дальнейшем начинаем считать задушки и наносить разметку. От маркера первого отсчитываем 23 и фиксируем следующий маркер. После у нас промежуток из 7 петель. На следующую опять фиксируем маркер. Далее опять 23 и фиксируем маркер. Таким образом у нас получается 23, включая маркеры, промежуток 7 и опять 23, включая маркеры. На противоположной стороне делаем все то же самое. Если у вас какие-то другие размеры сумки, то вы складываете так, как вам хотелось бы видеть этот размер клапана и пропорции, и наносите разметку самостоятельно. После мы переходим на вязание боковых частей. Они будут формироваться за вот этот промежуток из 7 петель. Отмеряем ниточку около 5-7 сантиметров, складываем ее пополам, вводим крючок сразу после маркера под дужку за одну ниточку. Вот так это выглядит. Захватываем рабочую нить, протягиваем под этой дужкой. Хвостик укладываем в направлении, куда будем сейчас провязывать. Для того, чтобы ввязать эту ниточку, вытягиваем петлю, захват рабочей нити, провязываем столбик. Перемещаемся под следующую дужку и повторяем все то же самое. За одну ниточку ввела крючок, уложила сюда хвостик, захват рабочей нити, вытягиваю на высоту рабочей петли, захват рабочей нити, провязываю очередной столбик. Так мы провязываем здесь всего 7 столбиков без накида. Переходим на вязание второго ряда. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание,
Во втором ряду мне необходимо выполнить прибавки по бокам. Сразу после подъемного столбика и в конце ряда перед последним столбиком. Я нахожу точку основания подъемного столбика и перемещаюсь в следующую. Между вот этими дужками я ввожу крючок за верхнюю петлю, состоящую из двух ниточек. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, провязываю столбик. В эту же точку провязываем второй. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю второй столбик. Далее мы вяжем 3 столбика за верхние вот эти петельки. Первый, второй и третий. Здесь у меня остаются 2 дужки, между ними я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю еще один столбик. В эту же точку, делая прибавку, провязываю второй, ввожу крючок и провязываю еще один столбик. Таким образом я выполнила прибавку с этого края, то есть в конце ряда. Остается последний столбик, нахожу дужку и вот так 2 ниточки. Под эту дужку я ввожу крючок, будто бы в центр столбика предыдущего ряда. Обязательно проверяйте, чтобы с края здесь у вас было 2 ниточки. Захват рабочей нити и довязываю последний столбик. Делаю воздушную петлю подъема, переворачиваю вязание. Далее следует у меня третий ряд. Его я вяжу без прибавок. Опускаюсь в точку основания подъемного столбика, перемещаюсь в следующую, ввожу крючок между дужками за верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Так мы вяжем до конца этого ряда. В конце ряда будьте внимательны. Между дужками я ввожу крючок за верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек, и провязываю столбик. Последний столбик я ввожу под вот эту дужку между вот этими 2 ниточками, будто бы в центр столбика предыдущего ряда. Очень важно, чтобы с этой стороны у вас было 2 нити. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, довязываю последний столбик. Так мы вяжем поворотными рядами, всего 15. Первый, второй, третий и так далее, всего 15. В 16 ряду мы будем формировать убавки по такому же принципу, как и провязывали прибавки, то есть в боковых частях полотна. Сделали воздушную петлю подъема, в следующую точку вводим крючок за верхнюю петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Перемещаемся в следующую точку и повторяем все то же самое. Сейчас у меня на крючке рабочая петля и 2 вытянутые, всего 3. Я захватываю рабочую нить и провязываю через все. Далее вяжу 3 столбика без накида таким же способом, как и во всех предыдущих рядах. Провязала первый, второй и третий столбик. Далее формирую такую же убавку, как и в этом случае. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Также вытягиваю из следующей петли рабочую нить. Всего на крючке 3 петли. Рабочая петля и 2 вытянутые. Я вынимаю крючок из 2 последних, ввожу крючок в последнюю, а затем на крючок накидываю первую. То есть я меняю местами эти петли, для того, чтобы эта убавка смотрелась таким же образом, как и первая. Захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Далее довязываю последний крайний столбик по такому же принципу, как и во всех предыдущих рядах. 16 ряд готов. Все последующие до 23 ряда мы вяжем по такому же принципу, просто столбики поворотными рядами.
Когда все 23 ряда провязано, мы обрезаем ниточку, оставив хвостик около 10-15 сантиметров. Полностью эту петельку вытягиваем и прячем этот хвостик в полотно. Важно, сколько у вас в этом промежутке было задействовано петель, столько рядов вы и провязываете. Это для того случая, если у вас какие-то другие размеры сумочки. Затем мы с противоположной стороны делаем все то же самое. Провязываем 7 столбиков без накида и формируем вот такую же деталь. Когда вторая боковая часть сумочки полностью готова, нам необходимо отмерить эту нить достаточно длинную для того, чтобы пришить обе эти планки к основному корпусу сумочки. Перед этим нам необходимо выполнить также ВТО этих боковых частей. Затем мы обрезаем нить равной вот этой длине, умноженная на 4. Первая длина, столько же отмеряю второй раз, третий и четвертый. Обрезаю эту нить. И хочу показать траекторию, обязательно обрабатываем хвостик. И хочу показать траекторию, как будем сшивать. Начинаем мы в той части, где завершили вязание планки. Проходим по этой стороне, спускаясь вниз, и сшиваем с этой частью сумочки. Затем перемещаемся на противоположную сторону по низу этой планки. Затем сшиваем эти две стороны, поднимаясь вверх. Переходим по корпусу сумочки на противоположную планку, останавливаясь в верхней части. Сшиваем эти две части между собой, опускаясь вниз. Проходим по нижней части планки, перемещаясь на противоположную сторону. И сшиваем, соответственно, противоположную сторону планки, останавливаясь в верхней части. Обрезаем короткий хвостик и прячем его в полотно. Переходим к сшиванию этих двух деталей. Там, где завершили ряд, вытягиваем петлю и вставляем хвостик в иголочку. Сразу хочу показать точки, за которые будем сшивать эти две детали. Там, где мы выполняли узор ротанг и обвязку. Когда вы переворачиваете, видите на протяжении всей этой длины вот такие дужки. Под них мы будем вводить иглу за одну ниточку. На боковой части сумочки, там где вы провязывали столбики поворотными рядами, мы будем вводить иглу порядно. Здесь у меня виден полноценный столбик. Я в его центр ввожу иглу и захватываю две ниточки. В следующем ряду у меня нет такого столбика, но есть вот такая нить и еще одна, которая уходит в бок. Я ввожу иглу под эти две нити. Далее опять вот он полноценный столбик, также за две ниточки вводим иглу. В верхней части, там где у нас располагается первая петелька, нам необходимо проложить 2 стежка. Во все остальные точки мы будем прокладывать только один. Это делается для того, чтобы надежно зафиксировать сумку в этой области, так как у нас здесь идет верхняя петелька, а потом уже первая точка, там где первый ряд располагается. Соответственно, у меня здесь 2 точки, и их я зафиксирую к одной петельке на противоположной стороне. Первую необходимо проложить вот такую же петельку. Я ввожу иглу под первую петлю, там где у меня зафиксирован маркер, и полностью протягиваю нить. Теперь необходимо вернуть эту ниточку в ту же точку, откуда она вышла, в верхнюю петельку и под дужку, заднюю стенку от столбика. Ввела иглу и протянула нить полностью. Подтягиваю. И теперь необходимо
проложить еще один стежок. Я возвращаю иголочку в петлю, где зафиксирован маркер, вытягиваю ее. И затем буду по спирали идти стежками. То есть мне сейчас нужно ввести иглу в центр столбика за 2 ниточки в первом ряду и переключиться сразу на следующую петельку, которая после маркера располагается. Я нахожу эту дужку, вот она следующая, и сшиваю. Хорошо подтянули. Затем переключаюсь на следующий ряд. Здесь 2 ниточки захватываю. Опять нахожу следующую дужку и также сшиваю. Опять подтягиваю. Обязательно подтягивайте хорошо эту область, для того, чтобы в дальнейшем все это здесь не растянулось. И продолжаю таким образом сшивать до конца, там, где зафиксирован маркер. Дошив до конца, у вас окажется ниточка на поверхности. И теперь мы вводим иглу в последний первый ряд. Полностью ниточку вытягиваем. Все, эта сторона зафиксирована. Теперь мы переходим на противоположную сторону. Просто под столбики вводим иглу и прошиваем к началу, где нам необходимо начать сшивать эту деталь. Очень важно в этой области просто еще один стежок вот таким образом сделать, для того, чтобы ниточку зафиксировать и чтобы она не тянула уже эту область. Затем мы переворачиваем и проделываем все то же самое, что я показывала ранее, дошивая до этой части. В этой области мы делаем точно так же, как и здесь, то есть мы там, где зафиксировали маркер, прокладываем 2 стежка. Затем, так как мы здесь остановились, переходим с изнаночной стороны на эту сторону. И здесь мы повторяем все то же самое, что и тут делали. Сначала по этой стороне прошли, затем переходим на противоположную сторону и зашиваем здесь. Обрезаем хвостик, оставляя небольшой, и прячем его в полотно. Сумочка готова. Остается лишь тщательно выполнить ВТО, установить всю фурнитуру, связать ремешок, если он у вас будет в таком варианте, а также вшить подкладку. Все эти мастер-классы вы найдете на моем канале. Ссылочки ждут вас в описании под этим видео. Я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Впереди еще очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!